Никаких прелюдий, переходим сразу к проникновению. Я пока не готов. Через 3 минуты дедлайн. Я на это не подписывалась. Я займусь этим завтра. И вот если бы у меня вот этого не было, а вот это вот бы было, прокрастинатор не умеет любить. Вам кажется, что это все бред? Я считаю, прокрастинатор не умеет любить. И, может быть, конечно, если вы прокрастинатор, это не касается вашего партнера, ваших детей, ваших родителей, вашей собачки. Но, дослушав до конца, вдруг может случиться, что и вы подметите какую-то правду. Но совершенно точно прокрастинатор не умеет глубоко любить свою профессию, свою работу, свою цель, свои испытания. Представьте какой-то совершенно обычный день. Обычная нормальность, обычная толпа. Вы идете, и вдруг вы выхватываете глазами из толпы свою судьбу. И она так прекрасна. Или на худой конец эта судьба похожа на какого-то голливудского актера. И начинается вот эта вся химия между вами, да, вы обменялись взглядами, потом телефонами, вы начинаете мечтать. Он пишет вам, а потом он вам звонит для того, чтобы договориться о свидании. И что вы делаете? Вы отбиваете звонок. Ну, хорошо, может быть, вы отправите ему смс-ку «Я перезвоню» и не перезваниваете. Хорошо, допустим, вы отправились на свидание и начали встречаться. Я очень не люблю это слово, но, предположим, вы начали встречаться. И вот на этих встречах между вами эта искра, радостное волнение. Вы готовы все это время отдавать этому человеку напротив. С маленькими нюансами. По утрам вы отправляете смс-ку «С добрым утром, котик» всему списку вашей скамейки запасных. После встречи вы отправитесь пить кофе со своим бывшим. И вообще вы не против посмотреть, кто там сидит справа или слева за столиком, и с кем-то еще на всякий случай познакомиться. Ну или просто интересно. Если вам не нравится так думать о себе, ну попробуйте так помыслить об этом мужчине. Или давайте предположим, что все идет очень хорошо. И после нескольких свиданий ваши отношения становятся все ближе и приходят вот туда, в горизонтальную плоскость. Должна быть романтика. Он пригласил вас. Может быть, какой-то красивый ресторан, набережная. Вы будете с укладкой, в красивом платье, он будет в костюме, благоухать. Ну или вы будете в шортах и худи, он тоже будет так себе, но это не важно. Важно, что потом вы отправитесь в отель, цветы, свечи, прелюдия, романтический секс. И вот уже пришло время собираться, и вы завариваете себе кофе, и вам срочно нужно почитать в Википедии, какие сорта кофе самые лучшие. Потом вам нужно ознакомиться, как вообще кофе выращивают. Потом вам точно нужно заказать парочку на пробу. Затем вы думаете о том, что вам не хватает одного очень важного навыка. Вам нужно научиться определять каратность колец на глаз. Ну, вдруг он вам сделает предложение, а вы не в курсе. И так идет время, и вам звонит подруга или приятель. И вам срочно нужно обсудить сверхсекретную информацию, инсайдерская. Может быть, от таксиста или из комментариев в Инстаграм, как там дела в мировой политике. И вот уже скоро полночь, и вы такая со всей дури в панике хватаете своего мужчину за грудки, и никаких прелюдий, переходим сразу к проникновению. Через 3 минуты дедлайн. А теперь давайте представим, что каким-то чудом вы поженились. Вы все-таки поженились и начали задумываться о детях. Эти милые, сладкоголосые пупсы. И вдруг что-то происходит. Например, он теряет работу. Или он сломал ногу. Или, давайте вообще какой-нибудь экшен. Он потерял работу, сломал ногу, а вы сломали руку. А пупсы уже родились. И вы такая смотрите. Не-не-не. Я на это не подписывалась. Верните мне, пожалуйста, мое в легкости, в потоке, в ресурсе, в отдыхе, в расслаблении, в пространстве. Вам кажется, что это все бред?
Но на самом деле именно этот бред и происходит в голове прокрастинатора. Прокрастинатор не умеет глубоко любить. Он не умеет глубоко сосредоточиться и сконцентрироваться на объекте своей любви, ну, то бишь на своей цели или на своей работе. И он не умеет полюбить все то неказистое, все те испытания или все что-то неказистое в самом себе, что этому пути сопутствует. Представьте, вообразите, у вас появилась какая-то цель, мечта. Вы вдохновлены. Это чем-то очень похоже на очарование влюбленности. Или, может быть, цель вас не так вдохновляет. И она напоминает вам что-то из списка «нужно сделать», ну, примерно как заехать, помочь, поправить калитку своей двоюродной бабушке, у которой вы все детство провели на даче. Ну, надо. Вы начинаете продумывать план. Хотя, положа руку на сердце, если вы очень честный прокрастинатор, то у вас даже плана нет. Вы сразу переходите к пункту «я займусь этим завтра». И завтра вы планируете кружить вокруг объекта своей любви, пока любовь, ну то бишь цель, не сдастся. Но завтра же тоже что-то случается. Что-то суперважное, что-то суперсрочное, что-то, что ближе лежит, что-то, что помягче, что-то, что повкуснее, повеселее, или что-то, что стимулирует ваш мозг так быстро, как шоколадка или подборка мемов. Вы человек ответственный, поэтому послезавтра вы приметесь за дело с двойным усердием. И так будет длиться, пока не замаячит вот этот вот дедлайн. И тогда где-то в перерыве между паническими атаками вы со всех сил совершаете вообще все возможные действия, все возможные усилия бессистемно, вы даете какой-то результат, слезаете с этой цели, примерно как со своего объекта любви, утираете пот со лба, и так выдыхаете, ну и, например, думаете. Вот оно какое удовлетворение от хорошо проделанной работы. Нет. Просто прокрастинатор не умеет глубоко любить. Попробуйте поразмышлять об этом. Особенно о том, что происходит, когда дедлайна нет вовсе. Нет дедлайна, не случится аврала. И тогда вот это «когда-нибудь завтра», «когда-нибудь потом» можно перекладывать на «когда-нибудь никогда». И затем единственное, что вы будете ощущать, это разочарование и сожаление об упущенном времени, о годах, которые прошли даром, бесплодно. И у меня тоже есть такое сожаление. Совсем не все годы в моей жизни были плотно организованным, насыщенным смыслом временем. Это не так. И некоторые думают, что это сожаление об упущенном времени, это что-то, знаете, как модно сейчас говорить, не проработал. Неправда. Это сожаление присуще человеку эмоционально зрелому. Время – это, правда, то, что ты никогда не можешь вернуть, никогда не сможешь купить за деньги. И прокрастинатор не умеет любить, и я тоже напоминаю себе об этом, когда прокрастинирую. Я говорю себе, что не работе мне надо научиться прямо сейчас, мне нужно научиться любить лучше. Работать я умею. Мне нужно научиться совершать какое-то любовное усилие, несмотря ни на что. Или мне нужно научиться переживать и пережить что-то похожее на любовное отчаяние, которое испытывает влюбленный, когда подыскивает вот эти тропинки к сердцу любимого человека раз за разом, чтобы все получилось. И это очень похоже на то, как мы ищем тропинка за тропинкой пути к нашей цели. Нужно научиться качеству внимания, нужно научиться каждодневности, ровно как и в любви. Нужно научиться памятованию о своей цели, которую вы любите. А если вы не любите цель, ну так полюбите все то, что будет за ней. Так бывает, это правда, что есть цели и задачи в жизни, которые мы делаем не потому, что мы их очень любим, а потому что так должно, так важно, так нужно. И это тоже о любви. И вы спросите: эй, постойте, а где вот эти вот детские комплексы, страхи,
где вот этот синдром самозванца или, например, недостаток ресурса, времени, ну или даже твердое, недостаток знаний. И вот если бы у меня вот этого не было, а вот это вот бы было, вот тогда я буду готова или буду готов. А я вам отвечу, есть только два рода готовности. Первая – это готовность отдаться, а вторая – это готовность сделать правильно. И когда я говорю «я готова», я часто и подразумеваю под этим «я готова отдаться». Я готова отдаться, войти в этот процесс со всеми его ошибками, со всеми его сложностями, со всеми его трудностями, со всем, чего я не знаю, чтобы научиться в процессе. Я готова войти и отдаться без всяких гарантий. Я готова войти, отдаться всему, что я хочу, и всему, что за этим последует. Гарантий, конечно, нет. И для того, чтобы быть готовым отдаться, вам ничего не нужно, кроме собственного выбора. А вот потом, когда спустя какое-то время, проведенное наедине со своей любимой целью, спустя какое-то время, которое проведено наедине совсем неказистым, может быть, даже во мне, или совсем трудным, примерно как любовные испытания, тогда я смогу сказать «я готова», и я буду подразумевать «я готова сделать это правильно». Так что в следующий раз, когда вы будете говорить или чувствовать «я пока не готов», ответьте себе честно, о чем идет речь. Вы не готовы отдаться? И это ваш собственный выбор. Или вы просто пока не готовы сделать правильно, и это однажды придет. А когда вы в следующий раз будете откладывать свою работу, попробуйте помыслить о ней не как о работе, а как о любви.